Привет! Сегодня у меня на сборке КАМАЗ К4 с цистерной топливозаправщиком от фирмы Bitsema. Эта модель выходила в прошлом году ОВД, когда не обновляли линейку К4 КАМАЗов. Так что от этого КАМАЗа я не мог удержаться и сразу же купил. Прикольно, что КАМАЗ на фоне Вашингтона, с номерами Вашингтон. Конечно, такого никогда в жизни не будет. Там, скорее всего, какие-нибудь Петербилды, Маки ездят. Ну, как фантазия, прикольно. Так что, тем более, машина такая узнаваемая. Такую машину видели, наверное, многие на своих дорогах. Таких КАМАЗов очень много на дорогах. Именно топливозаправщики от разных фирм. Там какой-нибудь Газпром, Роснефть, который ездит и пополняет запасы бензина на заправках. На обратной стороне другие КАМАЗы К4. Собственно, фургон, не фургон, тентованный КАМАЗ и разные самосвалы. Тут четырехосные, трехосные, которые тоже, кстати, можно видеть на дорогах. Очень много было таких вот КАМАЗов. Я помню, такие КАМАЗы были с гуманитарным грузом. Очень так завирусились, мемными стали. И прототип КАМАЗа, который скорее ЗИЛ, чем КАМАЗ. Из интересного, ОВД очень классная подробная инструкция. Именно этот КАМАЗ мне очень понравилось. То есть они прям как вот дорогие китайские фирмы стали. То есть максимально подробно описывают каждый шаг. То есть тут заблудиться очень сложно. Конечно, иногда есть вопросы к проекциям, не совсем они понятны, особенно для новичков. Но, в принципе, это прям новый уровень по сравнению с теми инструкциями, которые были у АВД буквально, лет года 3-4 назад. Вот все прям пошагово. Тут единственное, что они не подсказывают, как дробить модель на этапы окраски, поскольку тут очень сложная схема окраски. Конечно, такая сложная, как у, допустим, пожарных машин, но все равно. То есть, опять же, благодаря схеме окраски можно сообразить, что как красить. Собственно, они предлагают классический, оранжевую цистерну, красную кабину. Не знаю, что-то я не видел машин с красной кабиной. Больше они мне запомнились именно желтыми кабинами, вот такими классическими. Ну, тоже оранжевая цистерна. Причем, обратите внимание, пеналы тут в черный цвет, тут в оранжевый цвет. Также тут довольно-таки сложная схема краски шасси, потому что есть хромированные элементы, вот эти вот противоподкатные брусы, они сделаны, покрашены под алюминий. Также бак алюминиевый, глушитель алюминиевый и довольно сложная схема окраски кабины. То есть тут тоже есть много алюминиевых элементов. Не алюминий, так типа под хром. Понятно, и эмблема КАМАЗ тоже надо будет окрасить. Почка просто в оранжевый. Тут единственное, ручки открывания ящиков в черный цвет. Мне, кстати, интересно посмотреть по фотографиям пеналы, какими чаще бывают, черными или оранжевыми. Тоже такой момент. И, кстати, как правило, на таких бочках есть реклама заправочных сетей. Не реклама, как маркировка, да, потому что они же не сами по себе ездят. И я прикупил декали, изображающие маркировку Роснефти и Газпромнефти. К сожалению, за рекламу мне не заплатили, но зато хочется сделать максимально реалистичную модель. Прям такую, которую мы все видели на дорогах России. То есть Газпромнефть, Роснефть, еще бывает Лукойл, понятно, любые там нефтемагистраль, трасса и другие заправочные сети. Я сделал вот такие подсборки. Собирал модель я при помощи суперклея. То есть все, что нужно в черный цвет окрасить по шасси, я приклеил на свое место. Вот единственное, я тупанул с вот этим. Тут я не смог разделить. Интересно. Кстати, сейчас что-то я начинаю вспоминать. Наверное, вот это не стоило приклеивать. Вот эту деталь. Потому что ее все-таки надо делать в алюминиевый. Тогда придется от руки окрашивать. Тут тоже. Тут ящики заодно. Ладно, да, тут придется делать ручными работами. Кисточкой. Двигатель данный весьма условно. Есть карданный вал и крылья. Крылья черные. Потом, после того, как я окрашу раму, я приклею окрашенный глушитель, бензобак и противоподкатные брусы боковые. Кстати, задний брус черный, по-моему, да?
Надо тоже посмотреть по фотографиям. Да, задний бурс черный. Кабину я с кабиной тоже ничего особо не делал, только зачистил от литьевых швов. Вот, особенно на этих углах. Вот они. Не знаю, нормально, не нормально. Ну, вроде нормально, кстати. Нормально зачистил. Конечно, всегда вот, когда смотришь, хочется еще шлифануть. Потому что нет предела совершенству. Особенно с кабиной на ВД. Да, такой металл я обычно надфилем шлифую. И деталь салона. Вот просто приклеить кресло на свои места, дверные карты и торпеду с рулем. АВД рекомендует покрасить салон в серый цвет и черным выделить руль и чуть-чуть оготовки сидений. То есть, если так примерить, что должно получиться, ну, пока непонятно. И сама бочка. Причем бочку мне пришлось долго шлифовать, кстати. Мне тут ее надо будет зашпаклевать. Да, потому что вот эти две половины, они прям видны. Сейчас будем шпаклевать. Кстати, с этого ракурса не так. Но я тоже чуть-чуть шлифанул бы. Да, сейчас мы займемся шлифовкой бочки. Я использую томийскую шпаклевку. Ну, в таком виде. Она у меня уже подсохла со временем. Ну, что-то только сейчас это обнаружил, то что буду работать с тем, что есть. И вот так вот по шву ее втираю прям. Но она у меня засохла. Если была бы она свежая, ее просто можно было бы очень легко нанести. И потом после высыхания шлифануть. То есть она более жидкая, когда она новая. Ну, у меня тоже сойдет в таком виде. Да, в принципе, надо заботиться уже покупкой новой шпаклевки. Но шпаклевка у меня уже лет 5, поэтому она вот так вот засохла. Самый неподходящий момент. Но тем не менее, она работает. Да. Даже быстрее высохнет. Но все равно я даю высохнуть шпаклевки где-то часа 2 полностью. После чего начинаю уже шлифовать шпаклевку саму. Конечно, все равно идеально не будет, потому что в идеале, чтобы эта бочка была цельной, не из двух половинок сделанная. Цельный. Причем вот этот бок у меня получилось более-менее шлифануть, чем я очень доволен. Из окрасочных работ я начал с того, что загрунтовал раму грузовика при помощи черной грунтовки и дал ей высохнуть. Потом я поверх этого же черного грунта прошелся глянцевой черной краской. Салон я крашу в серый цвет. Я красил диски в серебряный цвет, согласно схеме окраски, в принципе, как соответствует реальному прототипу. И ступицы я прокрасил в черный цвет. Вот так вот они выглядят в данный момент времени. Я их просто надеваю на зубочистки. И так и с ними удобно оперировать. Теперь я сейчас буду одевать покрышки на свои места. Тут надо обратить внимание, что тут разные виды покрышек, на задние колеса и на передние колеса. Я, чтобы их размягчить, положил в горячую воду, ну, в теплую даже воду. И сейчас буду их одевать. Причем надо постараться, чтобы краска не слезла в процессе одевания. Потому что такое часто бывает. Так, знаете, все-таки я подрежу вот эти выступы чуть-чуть. Чтобы это было делать проще. Все равно покрышка будет держаться нормально. Вот так вот. Да. И то же самое сделаю с оставшимся передним колесом покрышкой и задними покрышками, которые несколько отличаются от своих собратьев.
Тут и также поступлю, подрежу вот эти выступы, чтобы сохранить краску. Причем протектор тут не направленный, покрышка симметричная. Вот так вот. И все равно колесо будет держаться за заусенцы, которые я не зачищаю. В принципе, покрышка никуда не денется. Также сделаю с задними колесами. Все равно чуть-чуть оставляю. Все равно есть за что держаться покрышки. Ну и в принципе, если модель не катать по полу, то ничего с ним не будет. В плане удержания покрышки на своем месте. Потом я примусь за окраску бочки и кабины. Тут я буду применять классический синий цвет. В принципе, должен подходить под кооперативные цвета Газпрома. Ну и Газпромнефти в частности. Тут я применяю краски от фирмы Machete, которые вроде бы должны быть спиртовыми, хотя сам производитель утверждает, что они именно водные. Но я не знаю, я разбавляю водкой или же чистым спиртом. В принципе, они вполне себе разбавляются и работают. Бочка окрашивается без особых художественных изысков, просто я заливаю краской так, чтобы не оставалось незакрашенных частей. То есть просто сплошняком покрываю. Также я крашу в синий цвет и кабину грузовика. При этом я предварительно загрунтовал кабину белой грунтовкой от фирмы Куда. В отличие от предыдущей работы, где я собирал ГАЗ-53, кстати, видео есть также на канале, я там не применял грунтовку. Но мне показалось, что эксперимент был все-таки неудачным. И поэтому я решил тут прибегнуть к грунтовке обязательно. Поскольку деталь салона тут вставляется очень плотно, есть риск того, что краска просто отвалится в момент размещения салона на свое место. Я прокрасил шасси, да, покрасил некоторую мелочевку. И сейчас я буду одевать колеса, собранные вместе с покрышками, на свое место. Для этого я буду использовать вот такие оси. Обратите внимание, что для задних колес оси короткие, для передних колес оси длинные. При этом есть проблема, что ось не вставляется в колесо вообще никак, исходно. Для этого я буду при помощи сверел чуть-чуть расширю посадочное место. Делаю это коричневым сверлом от Machete. Оно самое оптимальное, на мой взгляд, для этой задачи. И чуть-чуть силой. Так вот. Ставлю колесо, ось в колесо и продену. Так. И, как обычно, с этим моментом бывают проблемки. Что надо попасть в кучу отверстий по пути. И при этом, чтобы ничего не мешало. Опа. Вот. То же самое сделаю с вторым колесом. То есть просверливаю и вставляю в свое место. При этом очень важно, чтобы колесо встало до имитации тормозного диска. Не всегда это получается с первого раза. Силу применять, или же можно чуть подточить вот эти вот выступающие шероховатости. Тоже иногда помогает. Здесь сейчас все получится. То есть надо просверлить и чуть расточить. О, все встало. Все, передняя ось есть на модели. Я проделал те же манипуляции с задними колесами. И теперь также их располагаю на свое место. Так, и что-то я не вижу сквозных отверстий. О, тут прошло. И вставляю второй диск. Есть. И попробуем теперь вставить. Ну-ка. О, прошло. И вставляем. О, все. И колеса вращаются.
Все, теперь у нас грузовик похож, вернее, модель шасси грузовика похожа на свой прототип. Единственное, я не стал красить двигатель, я посмотрел в интернете фотографии двигателей К4 КамАЗов, они всегда все черные, поэтому я не стал красить, я думаю, так будет вполне нормально. Согласно инструкции, размещено в своих местах оборудование, которое крепится к раме. Например, бензобак, который я покрасил в алюминиевый цвет. Согласно схеме инструкции, да, и в принципе согласно здравому смыслу тоже. Также противоподкатный брус тоже покрашен в алюминиевый цвет. Тоже размещаю при помощи суперклея на свое место. Чуть надо подождать, чтобы он схватился. Вот. Также расположен на свое место глушитель. Тоже вот эти есть точки контакта. Их смазываю клеем и ставлю на свое место. Глушители у таких КамАЗов, они алюминиевые. В принципе, с К3 так идут. То есть обратите на это внимание. И элемент правой облицовки. Я его покрасил в синий цвет. Тоже расположу на своем законном месте. Далее я собрал деталь салона, то есть я приклеил на место крылья, которые окрашивал отдельно в синий цвет. Также на крыльях я прокрасил повторитель поворотника. Клею эти детали на суперклей. Так как деталь уже окрашена, и тем более это АБС-пластик, на модельный клей он уже не приклеится, так что работаю тем, что есть. Дальше из художественных элементов я применю только прием смывки. Вначале я смажу кабину растворителем для White Spirit, и потом по такой смазанной и чуть-чуть глянцевой поверхности пройдусь уже томиевской черной смывкой. При этом буду обращать внимание на углубление и рельеф модели. А потом я излишки уберу при помощи ватной палочки, смоченной в White Spirit, либо же кисточки, также смоченной в White Spirit, в зависимости от того, что будет удобней. На кабине особого рельефа нету, можно выделить только двери, заглушку под спальный отсек и тому подобные вещи. Далее я приклею стекло на свое место. Тут я буду применять клей для прозрачных деталей от фирмы Zip. Это примерный аналог клея ПВА, очень удобно. Он не оставляет следов, в отличие от суперклея. И даже если следы остаются, то очищается при помощи спирта и вот такой вот тряпочкой. В принципе, стекло получается вполне себе прозрачным. Так что очень рекомендую именно такой способ приклеивания. А то не все понимают. Или, допустим, можно вообще использовать клей ПВА. Но клей ПВА держится хуже, чем специализированный клей. Хотя он тоже вполне рабочий и не оставляет следов. Далее я на винтике прикручу бочку к раме. Я знаю, что есть большие холивары по поводу историчности, достоверной точности моделей АвтоВД. Но опять же, учтите внимание, что у модели есть отверстие для винтов, что как бы уже упирает всю историческую точность. Также деталь салона я размещу внутри кабины. При этом тут очень неудобно все сделано. Надо прям несколько раз прицеливаться, чтобы попасть четко, чтобы кабина четко встала. Хотя, мне кажется лично, что все-таки у меня не до конца получилось ровно идеально ее вставить. Также на суперклей я приклеил зеркала заднего вида. И теперь самая сложная часть работы над моделью – это перевести огромную декаль «Газпромнефти» на борта бочки. При этом декали, как это бывает от сторонних производителей, очень посредственного качества. Они очень плохо прилипают к поверхности модели. И мне пришлось воспользоваться специальным средством, размягчитель декали, чтобы декаль идеально легла на такой вот сложный рельеф бочки, такой эллипсовидный, и чтобы она смотрелась более-менее прилично. Но все равно чуть-чуть блеск этой декали виден, что видно, в принципе, на итоговых фотографиях модели. И вот такой бензовоз у меня получился. В принципе, попал я вполне в образ той модели, которую хотел. То есть современный российский грузовик, который передвигается по современным российским улицам, который заправляет современным российским бензином, современные российские бензозаправки.